Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, с вами 12 апреля, и сегодня, вы знаете, день денежной удачи, поэтому обязательно сегодня бросьте щепоточку соли на подоконник, скажите волшебные слова для того, чтобы деньги нашли дорогу к вам и в вашу жизнь. Давайте разбираться, чем же этот день достаточно интересный и как его лучше всего провести. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, друзья, нам очень приятно. А в комментарии давайте вместе с вами пропишем следующую волшебную фразу для того, чтобы настроиться с энергиями этого дня. Сегодня я... Ваше полное имя открыто для потока изобилия и достатка в мою жизнь. Я привлекаю в свою жизнь все благополучие, которое заслуживаю. Истинно да будет так. Давайте еще раз. Обязательно, пожалуйста, не ленитесь и прописывайте. Почему? Потому что прописывая вы так быстрее добьетесь тех целей и задач, которые вы перед собой ставите. Еще раз. Сегодня я, ваше полное имя, открыто для потока изобилия и достатка в мою жизнь. Я привлекаю в свою жизнь все благополучие, которое заслуживаю. Итак, друзья, сегодняшний день, 12 апреля. Сегодня у нас с вами день космонавтики. Поздравляем всех с этим днем. Кто скажет о том, что это нас не касается, но вы знаете, космос, Вселенная – это очень тонкие энергии, и все в нашем мире взаимосвязано. Плюс ко всему еще, сегодня у нас с вами день денежной удачи. И именно денежная удача 12 апреля будет находиться на пике своей силы. И здесь очень важно, чтобы вы в этот день подумали о том, как вы можете приумножить свое материальное благополучие. Каждый этого будет добиваться по-своему. Например, сегодня прекрасный, чудесный день для того, чтобы заряжать свои денежные амулеты, талисманы. Например, вы можете взять ваш денежный амулет, это может быть ваша монета, кулон, это может быть даже камень, и дать ему дополнительную энергию с помощью своих мыслей и намерений. Вот возьмите этот амулет, держите его в руках, в этот момент визуализируя свои финансовые цели, задачи, и произнесите следующие слова. Этот амулет притягивает ко мне, и напишите ваше полное имя, деньги и благополучие. Истинно да будет так. И после этого покажите ваш амулет или талисман именно солнышку. Солнце приумножает вот эту энергию. Кроме того, сегодня хорошо визуализировать на процветание, на изобилие. Но для этого найти нужно спокойное место. Это может быть парк, это может быть даже на работе во время обеденного перерыва, где вам важно сосредоточиться. Далее закрыть глаза и визуализировать свою жизнь, которая наполнена будет богатством и успехом. Очень важно, чтобы вы прочувствовали вот эти эмоции изобилия, процветания, благополучия, которые будут притягивать к вам деньги и возможности. Вот так вот проведите в течение нескольких минут, а затем откройте глаза и почувствуйте себя обновленным и полным энергии. Также вы сегодня можете провести ритуал на того, чтобы Вселенная, высшие силы вас благословили на то, что вы желаете. Для этого возьмите белую свечу, зажгите ее и поставьте перед собой. И когда она будет гореть, белая свеча, визуализируйте свои финансовые цели, представляя себе их уже достигнутыми. Это очень важно. И после этого попросите высшие силы благословить вашу и ваши деньги, чтобы у вас всегда было изобилие, достаток, благополучие. И очень важно, чтобы эти слова говорили именно от чистого сердца. Если вы раздражены, если у вас что-то не получается, вы чем-то недовольны или считаете, что несправедливо по отношению к вам кто-либо поступил, то, пожалуйста, не проводите эти практики, потому что результата просто не будет, и вы потратите время. Помните о том, что все зависит в первую очередь от вашего внутреннего состояния. Если вы готовы и вы с радостью принимаете те потоки со Вселенной, то знаете, в вашей жизни будет все прекрасно и замечательно.
Также обращаем ваше внимание, что у нас сегодня по лунному календарю растущая луна в знаке зодиака Близнецы, и сегодня у нас с вами 4 и 5 лунные сутки. Что же этот день, друзья, несет в себе? Вы знаете, луна в знаке зодиака Близнецы именно в этот день, 12 апреля, несет нам легкость, коммуникабельность и активность. Многие люди будут ощущать такой вот повышенный интерес к общению, к обмену информацией и к обучению. Кроме того, этот день будет способствовать и увеличению мобильности и гибкости в мышлении, что сделает этот день более подходящий для новых идей и для новых планов. Кроме того, друзья, у нас с вами 5 лунные сутки. Это день, когда Луна проходит следующий этап своего цикла. Это говорит нам о том, что у нас ждет активное развитие и рост. Сегодня очень важно понимать и осознавать, что очень много идет энергии из космоса. Также сегодня очень важно понимать и то, что перед нами открываются новые возможности, и, соответственно, мы можем достигнуть того результата, на который, возможно, ранее не обращали внимания или не ставили себе за цель. Кроме того, сегодня люди будут более мотивированными и целеустремленными в достижении своих целей. Вообще, этот день будет достаточно активным и будет насыщенным событиями. Это отличный день для общения, для обучения, для обмена информацией. Вы можете ощущать повышенный энтузиазм и желание делиться своими идеями и планами с окружающими. Также это время благоприятно будет для начала новых проектов и каких-то интересных идей и исследований. Также, несмотря на положительные аспекты этого дня, есть ряд потенциальных опасностей, на которые вам стоит обратить особое внимание. Влияние растущей Луны в знаке зодиака Близнецы может привести к повышенной нервозности и разбросанности в ваших действиях и в мыслях. То есть некоторые люди могут столкнуться с трудностями в концентрации и фокусировке на задачах. Также следует быть осторожными в общении для того, чтобы избегать конфликтов и недоразумений, которые могут сегодня происходить из-за того, что все-таки Близнецы — это двойственный знак зодиака. С одной стороны, он очень активный, но с другой стороны и люди не будут контролировать то, что они говорят, а другие будут, наоборот, обижаться. Давайте теперь проговорим лунный календарь здоровья, что же он сегодня нам несет. Как мы уже сказали ранее, сегодня достаточно легкий день, но в то же время энергия знака зодиака Близнецов может быть двойственной, а это может приводить нас к чему? К повышенной нервозности и тому, что мы не будем сосредоточены на тех целях и задачах, которые мы ставим перед собой. Поэтому сегодня важно учиться управлять этой энергией и использовать ее именно в конструктивных целях. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно, чтобы вы воспользовались энергией растущей Луны. Почему? Для того, чтобы вы могли сегодня заниматься физическими упражнениями. Прогулка на свежем воздухе, йога, плавание помогут вам поддержать здоровье вашего тела и улучшить ваше настроение. Что же касательно питания, то сегодня обратите внимание на свое питание и предпочтите, пожалуйста, легкие питательные блюда. Употребляйте в нем больше фруктов, овощей, зелени, бобовых. Избегайте слишком тяжелой или жирной пищи для того, чтобы избежать перенагрузки пищеварительной системы. Кроме того, если у вас сегодня стресс, напряжение, вы чем-то раздражены и так далее, то используйте медитацию, осознанное дыхание, упражнения релаксационные, все это поможет вам достигать внутреннего равновесия и спокойствия. Кроме того, обращаем ваше внимание, что обязательно воспользуйтесь сегодня энергией знака зодиака Близнецы для общения с близкими людьми. Обмен информацией, взаимопонимание и поддержка помогут вам почувствовать себя более связанным и поддержанным. Далее, на что еще
обращаем ваше внимание ввиду того, что знак зодиака Близнецы, да, у нас имеет двойственную такую вот природу, то сегодня следует быть внимательными к возможным конфликтам в общении, и вам нужно понимать, что не всегда то, что говорят, является правдой. Будьте осторожны сегодня и в принятии каких-то важных для себя решений, избегайте спешки или поверхностных выводов. Теперь давайте проговорим лунный календарь денег, на что вам сегодня стоит обратить особое внимание. Как мы уже сказали ранее, энергия знака зодиака Близнецов способствует обмену информацией, коммуникации и поиску новых идей. А это может привести к новым возможностям в сфере доходов. Также сегодня этот день представляет как период активного роста и развития. Сегодня вы можете ощущать увеличение энергии, мотивации. Это может быть использовано для улучшения вашего финансового положения. Поэтому сегодня важно использовать эту энергию с умом для того, чтобы привлечь изобилие и процветание в свою жизнь. Кроме того, используйте энергию знака зодиака Близнецов для обучения и приобретения новых знаний в области финансов. Участвуйте сегодня в семинарах, в тренингах, читайте сегодня книги, изучайте новые методики, связанные с деньгами, с правильным подходом к деньгам и так далее, и так далее. Также постарайтесь сегодня расширить свой круг контактов, и, возможно, вам стоит установить новые деловые связи, потому что общение с людьми из различных сфер могут привести вас к новым возможностям для заработка денег. Теперь давайте посмотрим на карту Таро. Какая же нам выпала карта на этот день, 12 апреля. Друзья, карта Таро выпала колесница. Извините. И о чем эта карта нам говорит? Дело в том, что она сама по себе, эта карта, она несет такой, вот знаете, глубокий смысл. И это одна из наиболее мощных карт Таро. Поэтому карта колесницы нам говорит о движении, о переменах, о прогрессе. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы двигались только вперед, только уверенно, только решительно, несмотря на те препятствия, которые могут у вас сегодня в жизни проявляться. Даже если у вас какие-то препятствия, вы не знаете, как вам поступить, что вам делать. В любом случае принимайте все с радостью и с благодарностью. Кроме того, сегодня очень важно двигаться вперед. Не обязательно это физически сделать, но подумайте о том, что, возможно, вам что-то надо в ближайшее время поменять, возможно, что-то изменить в своей жизни, возможно, получить какие-то знания. У каждого это будет свое. Просто вы должны сесть и понять, а какая подсказка идет через эту карту Таро в вашем именно случае. Потому что, например, для кого-то эта карта обозначает то, что человек должен, например, подумать о своем здоровье и начать уже более правильно питаться, заниматься спортом, какими-то физическими упражнениями. Не обязательно прямо сразу с первого дня делать вот нормы. По чуть-чуть, каждый день постепенно. У кого-то это будет связано с работой. Возможно, нужно подумать о том, чтобы подойти к руководству и пообщаться по поводу того, чтобы по карьерной лестнице двигаться дальше. Кого-то будет интересовать бонусы, зарплата. У каждого это будет свое. И вот эта карта, она говорит о том, что давайте, двигайтесь, идите вперед, не бойтесь. Да, возможны препятствия, но это нормальное состояние для каждого человека, когда вы двигаетесь, когда вы развиваетесь, и вы тем самым можете менять в своей жизни. Кроме того, очень важно, чтобы вы были уверены в себе, были решительны. Даже если вы боитесь чего-то, помните о том, что глаза боятся, а руки делают. И вот этот тандем, он должен быть для вас очень важным. По чуть-чуть, каждый день, и вы обязательно сможете достигнуть своих целей. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня важно, чтобы вы брали инициативу в свои руки, действовали уверенно и верили в себя. Не стесняйтесь выходить за пределы своих зон комфорта и исследовать какие-то новые возможности. Помните, что в конце пути вас все равно будет ждать успех и достижение ваших целей. Далее давайте посмотрим, что нам говорит Архангел Михаил на этот день, 12 апреля. Дело в том, что он говорит о том, что
Сегодня могут быть у некоторые трудные моменты, они будут связаны с непониманием, с двойственностью этого дня, поэтому ваша задача, чтобы у вас ни происходило, оставаться мудрым человеком, насколько это возможно. Даже если вас заставляют ругаться, спорить, что-либо доказывать, будьте терпеливее, будьте мудрее. Почему? Потому что это поможет вам осознанно подходить к тем или иным моментам, и вы сможете понимать и осознавать, что вам нужно сделать, как вам нужно сделать, к чему вы должны прийти. Но пока вы думаете, пока вы расстроены, ни к чему это не приведет. Поэтому помните об этом. Друзья, на что еще стоит вам обязательно обратить свое внимание? Это то, что сегодня вам нужно просить защиты и поддержки высших сил. Даже если вы уверены в себе на 105%, все равно этого не помешает. Друзья, и давайте вместе с вами проведем сегодня следующую практику. Итак, что вам понадобится для проведения этой практики? Вам понадобится наше окно. Берем именно окно на кухне. Окно должно быть чистым, подоконник должен быть чистым. Далее берем щепоточку соли, берем салфеточку белую, и вот эту салфеточку кладем на подоконник, сверху сыпем вот эту щепотку соли и говорим такие слова: деньги изобилия приходит ко мне легко и естественно. Истина да будет так. Еще раз. Деньги и изобилие приходят ко мне легко и естественно. Истина да будет так. После этого пусть эта соль пробудет до следующего дня, а следующий день возьмите ее и используйте в приготовлении пищи. Возможно, в соль, там, где у вас соль находится, в сольничку можете отправить. То есть эту соль мы не выбрасываем, а используем для каких-то своих целей. И когда будете что-либо готовить, говорите: приумножаю, и это уже запустит определенные энергии в вашу жизнь и ваш дом. Вот такой, друзья, у нас с вами день 12 апреля. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, друзья. Ну, прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.